Всем привет! Я очень рада, что вы сами решили сделать такую яркую, классную и модную авоську. Если вы уже купили мешочек со всем необходимым, то можете пропустить эту часть, потому что для тех, кто не покупал мешочек, а купил только мастер-класс, нам нужен хлопковый шнур, и нам нужно 20 отрезков по 2,5 метра длиной. Так что давайте нарежем их. Вот мы нарезали 20 отрезков по 2,5 или больше метров в длину. Сейчас нам нужно найти такую палочку, либо деревяшку. Я использую спицу, вот такую. Повешать ее можно на стену, если у вас есть какой-то там гвоздик, либо также ее можно положить на стол и прикрепить на скотч. Мне удобнее делать на стене, потому что у меня есть гвоздик. И когда мы это прикрепили, эту деревяшку, мы начинаем эти отрезки развешивать на нее. То есть берем отрезок, складываем его пополам, и получается вот посередине мы должны его надеть на вот нашу палочку, чтобы у нас одинаковый отрезок был с двух сторон. То есть делаем это либо на столе, либо около стены. Когда все 20 отрезков у меня на, получается, моей деревяшке, то я их равномерно распределяю и закрепляю сверху скотчем, чтобы они не ездили. Вот так. Далее приступаем к уже вязанию двойного плоского узла. Берем первые 4 веревочки и следите за моими руками. Так. И эту продеваем под 2. Вытаскиваем и затягиваем до конца. Далее проделываем другую сторону, то есть мы сделали в эту сторону, идем в эту теперь. Вот этот кладем сюда, эту нить под него и протягиваем сзади за 2 и затягиваем. Для шнура 3 мм я делаю 3 таких узла, то есть сейчас у меня пойдет опять в эту сторону. Я опять кладу сюда, за него и сзади вытягиваю. Так. Далее опять берем 4 наших отрезка и опять проделываем то же самое. 3 узла в одну сторону. Так, и обратно. Так, далее идем следующие 4 и останутся еще 2-4. Поэтому, возможно, вы возьмете меньше отрезков, но нужно знать, что они должны быть кратны 4. Проделали 1 ряд узлов. И сейчас что? У нас получилось 5 узлов. Сейчас мы берем 2 из этого узла, 2 нитки, 2 из этой. И проделываем уже вот из этих ниток, то есть скрепляем. Вот сейчас важный шаг, как нам определить, чтобы у нас было одинаковое расстояние. Одинаковое расстояние
здесь, здесь и последующих рядах. Для этого у вас в мешочке, или вы можете сами где-то у себя найти, линейку, возможно, в мешочке вот лежит 3 сантиметра между, то есть я вот здесь вот продеваю, проделаю, значит, на этом уровне я останавливаюсь, и далее я уже либо на глаз, либо каждый раз проверяя, чтобы было очень ровно, я буду делать узлы. То есть вот следующие я беру 4, затягиваю и проверяю вот на этой длине. Следующее. Итак, мы доходим. В этой у нас получается будет 4 узла. Еще ниже у нас будет 3 узла. И так мы доходим до того момента, когда у нас останется 1 узел. Когда мы дошли до последнего узла, вот этого, что мы делаем дальше? Мы открепляем наш скотч. И приподнимаем вот эти самые верхние узлы, которых у нас 5, прямо вот на ребро получается. И закрепляем уже на ребре. То есть это будет наше дно. И нам нужно его закрепить. Далее мы закрепили. Мы переворачиваем наше полотно, если так можно назвать, и начинаем проделывать все то же самое, все те же узлы на этой стороне. То есть мы берем уже здесь вот 2, здесь 2, делаем узел. Можем также свериться нашей измерительной линеечкой. Доделали первый ряд узелков до конца. И вот смотрите, что здесь. У нас здесь сбоку остается 4 нитки и здесь 4. Это у нас будут идти боковые. И на боковых мы делаем тот же самый узел на том же самом расстоянии. Просто как бы поворачиваемся боком и завязываем тот же узел. Если возникают какие-то вопросы по узлу, можете написать мне, потому что у меня есть еще видеоурок по этому узлу отдельно. Либо же посмотреть в начале видео, я думаю, там все понятно, магия рук, никакого мошенничества. Вот так. Еще одну сторону. Так. И теперь мы уже видим, что у нас получается такой некий, обрисовывается сумочка наша, авоська. Сейчас мы отсюда берем 2 и вот сюда.
полоску. Вот я дошла опять до одного узла, переворачиваю авоську и начинаю плести здесь. Создаваю при этом квадрат. Когда вы поймете, что вам уже хватит, может быть, вы хотите такой длины авоську, такой, или вообще супер длинный, тогда вы останавливаетесь. То есть провязываете узлы до одного уровня, возможно, делаете их там крючком плюс 2. Ну, я обычно делаю 6 узлов вниз от верха. То есть 1, 2, 3 и получится 4, 5, 6. Тут уже ориентироваться легче, потому что не нужно замерять, например, расстояние, потому что уже есть узлы на этой линии. Боковые тоже провязываем.
Вот когда я провязала столько узлов, сколько мне нужно, это у меня получается, вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, а вот здесь на одну больше получается, тут по 6. Вот, то нам нужно сейчас сделать ручки. Ручки у нас, в них входит 10 ниток, то есть получается у нас всего 20 их, разделяем. Вот у меня есть середина, и сбоку я разделяю один узел на 2. У меня два вида ручек. Один вид это косы, а второй вид это просто они остаются как бы такими, какие есть. Я вам покажу и тот вид, вы сделаете такие, какие захотите. Начнем с кос. Как я делаю косы? Получается, здесь у меня 10 ниток, беру 3, в середине 4 и тут 3. Разделяю их 3, 4, 3 и начинаю просто вязать косичку. Очень аккуратную косичку. Так. Можно довязать ее до низу и оставить, она не распустится. Обычно ручки, они 70 сантиметров бывают. То есть тут 35 и тут 35. Так, ну вот я сколько-то провязала. Сейчас провязываю с другой стороны тоже. Разделяю 3, в центре 4, 3. На этой стороне я покажу ручки-косички и как я делаю кобру, да? Ну, это такое кодовое название, когда я делаю. А на второй стороне мы просто оставим нитки и жгутом, получается, там все затянем. Ну, косички довольно-таки классные вообще получается. Вот, как я уже сказала, где-то приблизительно по 35 сантиметров одна ручка, ну вот одна сторона, вторая, и в общем 70 сантиметров ручки, это самый такой. Так, вот так я довязала косички, и сейчас я такой вот, если видели у меня на фотографиях, возможно, там обычно такой коброй делают рукоятки там ножей или у чего-то еще. Смотрите, мы сложили вот так вот ручки пополам. Возможно, вы хотите сшить их нитками. Я тоже так делала, но сейчас я уже не делаю этого. Вот, можно сшить здесь посередине, чтобы оно как бы не разлазилось. Но все же вот берем нить. У тех, кто покупал готовый мешочек совсем необходимым, у них должны остаться 2 нитки как раз для ручек. Вот, нить должна быть, если вы не покупали, то где-то такой же длины, как мы делали авоську, то есть 2,5 метра. Сейчас мы берем там, где хотим, чтобы начиналась ручка, завязываем узелок, то есть по середине этой нити. Завязали, туго завязали с той стороны. И сейчас начинаем делать кобру. Смотрите, как она делается. Тот же самый мотив, как мы делали авоську. Мы берем узел, вот эту вот нитку, вот эту нитку, и вот здесь вот внизу продеваем. То есть, если на авоське мы продевали между 2 нитками, то здесь мы продеваем между нашей вот сложившейся ручкой. В эту сторону сделали, теперь в другую сторону. Так, теперь в эту сторону. Главное, не забывайте, в какую сторону мы делали, чтобы у нас поровнее было по бокам. Затягиваем так, как вы хотите. Можно делать очень близко, можно делать далеко. В общем, это вся кобра.
Когда доделали нить до конца, мы все затягиваем. Либо, может быть, вы раньше даже закончили, потому что хотите, чтобы ваши ручки были поменьше. Ну, вот этой вот кобры. Так, вот, например, я все доделала. Вот так. Кобра получилась вот такой. Так, теперь что я делаю с вот этими, которые у меня вылезают? Я просто подрезаю как можно ближе к краю. Так. И затягиваем потуже. С этой стороны то же самое. Далее я могу завязать вот здесь вот узелок и тоже подрезать краешки. Если у вас имеется крючок, то вы можете подрезать краешки и спрятать их крючком вот за вот эти вот нитки. Так. И тоже подрезать. Так, ну ручка кобра у нас готова с косичками. Сейчас посмотрим, как делать другую ручку, жгут. Для ручек в виде жгута здесь мы оставляем, ничего не делаем. И выкладываем как бы вот эти ручки, такой же длины, как у нас была первая с вами ручка. Так, накладываем друг как бы на друга. Далее берем нить, которая у нас есть, складываем ее в длину ручки, которую мы бы хотели видеть. То есть вот так вот, здесь вот краешек. Складываем так. И сейчас мы сделаем первый узелочек. Вот. Чтобы вот эта нить первая у нас попала на вот этот вот край, который мы оставили. Так. Лучше вовнутрь, конечно, узелок. Сделали. И далее мы просто начинаем накручивать нашу нить максимально ровно, максимально близко друг к другу. Накручиваем. Так, ну вот я дохожу до того момента, что у меня заканчивается шнур. И что я делаю? Вот тот язычок, который мы вначале оставляли с вами, помните? Сейчас я просто тяну за этот язычок и вытаскиваю шнурочек, вот этот вот. И у меня ручка, смотрите, она становится как бы плотнее, и форма у нее становится вот, поровнее и потуже. С тем, который я закончила шнур, я могу его вот зацепить за какую-то из нитей. И с нитью, которую мы вытащили, я завяжу узелок вместе с ней. То есть вот таким образом.
Узелок завязан. Что мы делаем дальше? Вот эти вот остатки, которые у нас висят, я видела, что некоторые девушки оставляют их, делают тут узелки, и как бы им и так нравится. Но все же я люблю, когда у нас ничего не болтается. Главное вот в этом не обрезать сами ручки, а то случается. Так, вот, убрали все. И максимально близко к краю мы подрезаем. Так. Оставшиеся, вот эти, которые мы затянули, мы можем с помощью крючка спрятать его внутрь. Оп. Оп. Если что-то лишнее вылазит, можно подрезать. Так, и с этой стороны. А с этой стороны я, наверное, оставлю. И мы посмотрим, как лучше даже вы можете решить. Ну, я еще раз вас поздравляю, что вы справились, и у вас получилась такая же авоська. Я надеюсь, вы очень рады, что она у вас получилась, и она у вас получилась. У меня на авоську занимает по времени около 2 часов, но уже руки наработаны. Мне интересно знать, сколько вы потратили на ее создание. И, естественно, я прошу ваши фотографии, ваши отзывы какие-либо, что вы носите в своей авоське. Подписывайтесь в Инстаграме и будем следить друг за другом. Заказывайте еще для себя и для друзей. Я балдею, она правда классная. Всего доброго вам. С вами была я, Оля.